Евгений П. Как у вас так получается? Ну, немножко нужно поработать, и получится, несколько лет. Я все время искал ответ на вопрос, такой же, как это все получается у того же Фешина. И не мог понять. Ни один из преподавателей мне не мог объяснить, как он пишет. Нет, конечно, дерзкий мужской характер. Я добьюсь, я узнаю, я смогу, и ты вроде бы все понимаешь, но садишься, ничего не получается. Интересно, что пока ты добиваешься, ты находишь свою тропинку, свой стиль. И как бы ты ни старался подражать, у тебя все равно получается свое. Так что не бойтесь подражать. Я потихонечку разработал некую методику, систему, которую даю студентам, с тем, чтобы вот все знания, все мои вот эти вопросы, они как-то скопились в голове и сформировались в некую школу, что ли, понимание. И этим пониманием я делюсь. Приглашаю вас на живые семинары, которые я провожу в разных странах и в России. И в Гурзуфе тоже здесь хочу провести пару дней класса. Вот в субботу-воскресенье ближайшие меня попросили здесь провести. Так что вы напишите, кому это интересно, и мы сколотим такую небольшую группу. Напишите на WhatsApp или в Telegram. Под видео есть мой WhatsApp. Со 2 по 7 июля будет класс в Провансе, так что вы можете еще и туда попасть. На сайте есть информация по этому классу, так что заходите, смотрите. И на сайте вы увидите, что сейчас завершается набор новой группы на курс «Уходящий день». Речь идет о светоносности в вечерних, предвечерних состояниях, самых моих любимых, когда все окрашивается золотом солнца. На сайте вы увидите информацию по этому курсу, заходите, и там будет бесплатный первый урок, урок введения в суть дела. Я показываю на примере многих работ моих, что это за такая светоносность чудесная, какие я ставлю задачи вообще, когда пишу, пишу по-разному. Так что приглашаю на этот урок, на это введение. И дальше вы узнаете, конечно же, о курсе, который состоит из 7 уроков, 7 заданий. В конце ролика я покажу некоторые отзывы и работы моих студентов, и вы можете увидеть, как это получается у них, и будет получаться у вас. Присоединяйтесь. Александр Мороз, спасибо, Вячеслав. А и по-разному бывает. Кого Бог послал, кого черти принесли, кого ветром надуло, а ветер это что, не деяние Бога, а кого сам откопал на свою голову, а сам это что такое? Это речь о критике, да? Когда критикуют люди, видите, кого черти принесли. А что такое черти? Вот мне хочется у народа спросить, у народонаселения нашего. Это что такое? Это что-то отличное от Бога, что ли? Что, он заснул, что ли? Или послал их сам? Проспал, да? Пока черти понабежали и натворили дело. А суфии говорят, что нет ничего, кроме Бога. Я им как-то верю. По моему опыту, если с таким подходом смотреть на все происходящее, то на все воля Его. И это Его воля, что происходит вообще. Все. И это путь к исчезновению всяческих напряжений, обид. Ты же не можешь обижаться на проявление Его воли. Юзер БТ. Отображение реальности и есть реализм. Разница между измами в средствах ее отображения. А мне кажется, что художник, по крайней мере, импрессионист, не отображает реальность. Что ее отображать? Ты никогда не отобразишь то, что видишь. Да и зачем? А вот сделать свою версию того, что ты видишь, таким образом ты входишь на новый уровень понимания, что ты создаешь новую реальность на холсте. Такой нет ни у кого. В этом-то и уникальность. И такой подход к любому мотиву, на который ты смотришь,
ну, как бы освобождает, развязывает руки. Ты же создаешь, ты не находишься в жестком плену мотива со всеми его там деталями, тональностями даже, и цветами, кстати. Ты как бы приблизительно приближаешься к тому, что видишь. И из этой приближенности ты свободно сочиняешь новую музыку на эту тему. Это другой подход, он более свободный, делает тебя свободнее. Ты в этом смысле композитор, ты смотришь на мотив, и, конечно, ты никогда не передашь это, потому что это лучше. Это вот одно. А то, что ты делаешь, это создание твоей сказки, твоего сказочного видения. Вот такая какая-то штука. Что думаете, друзья, на этот счет? Юзер ДМ улыбнулась вопросу. Он из области «научу рисовать за 2 часа». Или там английский, да, за неделю. Ну да, есть такие преподаватели живописи, вам хорошо известные, которые там учат, значит, напишите работу, да еще продадите, научу продавать. И все это сразу, даже если вы никогда вообще не писали. Ну, фантастика, это какой-то, уловки какие-то странные. Причем наверняка все это понимают и попадаются на крючок. Это труд, живопись, искусство, труд. И главное все-таки, он исходит из восторга, да, перед природой, перед ее величеством природы и желанием соответствовать этому качеству красоты, которое мы видим. Прожить жизнь в ней. Но ради этого стоит, мне кажется, каждый день брать кисточки, там, какой-то труд, усилия, сверхусилия часто делать. В любом случае мы получаем больше. Коровин, помните его замечательная фраза, я очень ее люблю. Она звучит так: пишите, даже если у вас нет денег. Потому что то счастье, которое вы испытываете, не сравнится ни с какими деньгами. Я убежден, что художник, в широком смысле этого понятия, да, слова, это счастливый человек. По крайней мере, он на пути, и он это чувствует, иначе бы не шел этой трудной дорогой, на пути к раскрытию своего потенциала в самом широком смысле, аспекте. То есть быть счастливым. Писать, чтобы быть счастливым. Это, мне кажется, самая важная задача. Артзея. Скажите, как вы обобщаете объекты в живописи и показываете главное? Это надо, конечно, на деле смотреть. Посмотрите мои, много довольно-таки выложено всяческих фрагментов, как я пишу, каких-то бесплатных уроков на сайте. А платные, естественно, вообще раскроют вам все карты. Так что записывайтесь на курс, который сейчас идет, набор группы, или просто другие есть уроки в школе. И в каждой работе, в каждом мотиве мы должны не забывать о том, что написали, все нам кажется шикарно, поставили подпись, а про обобщение забыли. То есть может быть все разрозненно, не собрано, как говорят мастера. Вот собрать нужно. Как будто вещи есть, они разбросаны по всей квартире. Да? Подушки, одеяла, все, может быть, даже не на своих местах. Они есть, и цвет есть, и вот ты их можешь пощупать, и поспать, и укрыться. Но надо собрать, уложить все на свое место. Непростая задача. На практике это лучше видно. На живых классах, на уроках. Основной принцип, естественно, это мышление по пятну. И все время мы возвращаем себя. Поработали с деталями и возвращаем к тому, а работают ли пятна. Я не знаю, работает ли эта футболка к небу. Как она. Даже если мы там какие-то нюансы, тенюшечки все сделали, а потом оно не вибрирует, что ли, не дрейфует по отношению, то есть целостно должно пятно работать одно к другому.
не разрушаться чем-то, или там вот в задний план. Мы увлекаемся какими-то там деталями, кипарисами, смотрим, как оно. Пятно держится все по отношению, я не знаю, к другому пятну. Не вылетело ли что-то там каким-то случайным мазком. Вот и все. Вот. И обобщение — это широкой кистью убрать это. Можно не широкой. Но главное по пятну собрать, чтобы все пятна читались издалека. Да, при том, что есть детали. Сложно рассказать, но посыл такой. Не забывайте, друзья, отметиться в журнале. Староста должен это за всем следить. Вот я и слежу, предлагаю. Просто это помогает развитию канала. Это же несложно нажать кнопку «Нравится», ну, если это так. Так что прошу вас. И хочу предложить вам еще к просмотру после этого. Кино называется «Больше грязи, больше связи». Там тоже отметьтесь в журнале. Это важно. Ну, пока.